По данным Тинькофф Journal, в настоящее время высшее образование в России получает около 4,2 миллиона человек. Из них обучаются на очном отделении 2,5 миллиона. При этом после окончания вуза по специальности или в смежных направлениях работает только чуть больше половины людей, 57%. Причин на это много, и они самые разные. Нередко выпускники школ еще не особо понимают, чем бы они хотели заниматься, и не осознают, востребована ли та или иная профессия. И самое главное, будет ли она востребована спустя годы. Кто-то идет учиться по советам родственников на учителя или врача, только потому, что они всегда нужны. А в процессе обучения разочаровываются и понимают, что это совсем не то дело, которому они хотели бы посвятить свою жизнь. Ну, а кто-то получает высшее образование просто ради корочки, поскольку в нашей стране культ высшего образования никуда не делся. Да и в некоторых отраслях рынок настолько перенасыщен, что работу удается найти только самым одаренным и целеустремленным. Вот и получается, что свежеиспеченные выпускники российских вузов отдают предпочтение совершенно другой сфере, идут туда работать и нередко достигают успехов. Билл Гейтс создал свою первую программу в возрасте 15 лет, а когда учился в университете на адвоката, обнаружил объявление о том, что крупной фирме требуется язык программирования, куда его и взяли. Стив Возняк, инженер Apple, взял в университете академ отпуск и так из него и не вышел. Олег Тинькофф проучился в Ленинградском горном университете не более 3 лет, а потом начал заниматься торговлей. Так может, высшее образование и не нужно вовсе? На самом деле ответ не так однозначен, и для каждого он будет свой. Поэтому давайте с вами разберем все за и против высшего образования, чтобы вам стало понятнее, как действовать именно в вашей ситуации и именно вам. Разумеется, самостоятельно научиться всему невозможно, несмотря на то, что так много людей работает не по специальности и без специального образования. Есть ряд узких специализаций, обучиться которым можно только в высшем учебном заведении. Вместе с тем, в мире появляется все больше новых, интересных и современных профессий, и далеко не всегда вузы страны могут дать образование в данной сфере. Например, сейчас набирает популярность профессия разработчика киберпротезов, но в России пока еще нет высших учебных заведений, которые бы обучали данной профессии. Тогда абитуриентам приходится либо получать образование за границей, либо сперва получать базовое образование в какой-то одной сфере – медицине или инженерии, а потом постоянно совершенствовать свои знания, проходя различные курсы. Не забывайте, что во многих инновационных вузах за рубежом уже преподаются ряд современных профессий. Если вам интересно узнать про них больше, то переходите на сайт www.smaps.ru, где вы сможете выбрать для себя подходящую программу, университет или колледж или школу. Там же есть онлайн-консультант, который может ответить на любые ваши вопросы. В российских вузах нередко делается акцент на теорию, в то время как практики дается практически 0. Теория — это правильно, ее нужно знать, но в ней теряется всякий смысл, если полученные знания не применяются на практике. Вот и получается, что студентам часто приходится самостоятельно искать стажировки и учиться многому уже в процессе работы. Тогда не очень понятно, для чего тратились все эти годы на университет. Также нередко в вузах устаревшие программы, после изучения которых точно так же приходится изучать курс самостоятельно по новым современным материалам. Иногда наличие корочки действительно что-то значит, и где-то за диплом доплачивают, но не всегда доплата стоит потраченных лет, денег и нервов. Также обладатели диплома иногда имеют больше возможностей в плане карьерной лестницы, чем те, у кого его нет. Но стоит понимать, что на высшее образование уходит несколько лет. Как ни крути, в наших школах и вузах в самом деле практикуют всестороннее развитие. Если в зарубежных университетах изучают предметы исключительно по специальности, то российские студенты по сей день недоумевают, зачем будущим инженерам изучать культуру речи или философию, а филологам математику и концепцию современного естествознания. Да, это те предметы, которые с большей вероятностью не понадобятся в будущей профессии, но они позволяют узнавать новое и чувствовать себя образованным человеком. А такие предметы, как правоведение, политология или психология и педагогика могут быть полезны, если не в работе, то в жизни. И все же, хотелось бы больше быть сосредоточенным на тех предметах, с которыми придется сталкиваться в будущем на работе, и не тратить время на то, что вряд ли пригодится. Обучение в университете закаляет. Только наши студенты именно в вузе учатся преодолевать преграды, проявлять смекалку, развивать навыки коммуникации. Да и у кого из нас не было противного преподавателя, которому надо было пересдавать один и тот же экзамен по несколько раз?
бизнес. Именно здесь студенты и проявляют всю свою стойкость, гибкость и навыки ведения переговоров. Но вместе с тем стоит отметить и пошатнувшуюся нервную систему, которая, возможно, и не была бы так расшатана, если бы не обучение в университете. Бессонные ночи, питание в ресторанах быстрого питания, риск быть отчисленным, страх потерять стипендию – все это очень сильно влияет на человека и его здоровье. А многим из нас и до сих пор после окончания университета продолжают сниться кошмарные сны об экзаменах. Для кого-то российское образование – это лишь трамплин к переезду за границу. Кто-то планирует продолжать обучение в других странах, а кто-то и сразу намерен найти работу, особенно если это какая-то редкая и ценная специальность. Но и для этой цели совсем не обязательно получать высшее образование на родине. Если есть возможность, то можно сразу собрать все необходимые документы, отучиться на родине в вузе только год, так как почти все зарубежные вузы требуют 12-летнего довузовского образования, и отправиться за знаниями за рубеж. Да, образование за границей не всегда бюджетное, но есть и стипендии получить, которые есть шанс у каждого. И для этого вовсе не обязательно быть круглым отличником. Более значимыми здесь будут ваши личные качества и мотивация, а также финансовое положение в семье. Одна из самых известных стипендий в Великобритании – Чивнинг. Она, правда, доступна только для тех, кто уже имеет степень бакалавра. А после окончания программы обучения выпускник должен вернуться на родину хотя бы на 2 года. Обычно стипендии покрывают расходы только на саму учебу и проживание. Но Чивнинг покрывает также и затраты на перелет, визу и питание. У меня есть детальный выпуск про стипендии в Великобритании. Если вам интересно, то переходите по ссылочке и посмотрите этот подробный ролик. По Америке также есть отдельный выпуск, как получить стипендию, можно ли или нельзя учиться там бесплатно, как и какие документы собирать и куда подаваться. Линк на видео также будет в описании. Европа. Здесь русскоговорящим студентам относительно просто получить стипендию по материальному положению, в том числе на программы бакалавриата. И в некоторых вузах даже не обязательно подавать заявку, это происходит автоматически. Здесь стипендия может быть около 5000 евро ежегодно. В России, однако, даже если вузы не платят такие деньги за хорошую учебу, все равно есть возможность податься на стипендию. Если вы обучаетесь в магистратуре в одном из вузов из списка фонда Потанина, то можете получать около 25 тысяч рублей в месяц. Для того, чтобы подать заявку, необходимо отправить свои документы о высшем образовании, рекомендацию научного руководителя, научно-популярное эссе и мотивационное письмо. Затем, если вы проходите во второй тур, вы принимаете участие в деловой игре в начале года. Далее экспертный совет определяет 750 победителей. Стоит понимать, что есть профессии, в которых больше важен талант. Например, в творческих профессиях актеры, танцоры, художники, фотографы. Ими становятся те, кто с детства обладал природными данными, и нередко успехов такие люди добиваются и без высшего образования. Том Круз, Брэд Питт, Николь Кидман, Джонни Депп и многие другие известные актеры не имеют профильного высшего образования, но это не помешало им стать мировыми звездами. Хотя в творчестве высшее образование может помочь стать более подкованными в своей профессии и развить больше те качества, которые уже есть. Так, например, канадская актриса Рэйчел МакАдамс получила степень Bachelor of Fine Arts BFA в области театра. На сайте smaps.ru есть целый раздел, посвященный специальностям и вузам в сфере искусств. Есть профессии, которым нельзя обучиться самостоятельно, несмотря на многочисленные онлайн-академии и прочие курсы в интернете. Речь идет в первую очередь о врачах, в том числе косметологах и психологах. Это те профессии, в которых важна база, которую не получить за пару месяцев, обучаясь дистанционно. Психологи, кстати, тоже врачи, только они занимаются не физическим здоровьем, а ментальным, а это не менее важно. Обращаясь за услугами психолога или косметолога, важно не стесняться узнать об образовании специалиста, если он сам о нем нигде не упомянул. Преподавателей, в частности языков, тоже в последнее время немало, но мало кто из них имеет высшее образование в сфере педагогики и лингвистики. Конечно, ответственность за преподавание языка несколько ниже, чем за психологические консультации, но и здесь желательно, чтобы преподаватель владел элементарной базой и знал методики. Для этого не обязательно получать высшее, но знать это необходимо, как и применять на практике. Не каждый человек, свободно владеющий иностранным языком, хороший учитель. Преподаватель – это тоже искусство. Есть также ряд профессий, для которых не важно наличие высшего образования, но важно образование в данной сфере. Это машинисты в метро, бортпроводники в самолетах, спасатели, пожарные. Для того, чтобы стать представителем одной из перечисленных профессий, необходимо пройти обучение и стажировку непосредственно в компании, где требуются сотрудники. По итогу, получать высшее образование или нет, зависит от ваших личных целей. Хотите
Хотите ли вы пойти в науку и помогать людям, или же заниматься своим бизнесом и создавать свою команду, стать высококлассным специалистом в области медицины, или же зарабатывать любимым делом и стать фотографом, проектировать здания или попробовать себя в роли модели? Если в профессии можно обучиться самостоятельно, почему бы и не сэкономить несколько лет, которые ушли бы на обучение в вузе? Ну а если обязательно необходимо высшее образование, значит нужно тщательно подойти к вопросу выбора учебного заведения. Кстати, если вы метаетесь между несколькими сферами деятельности, то имеет смысл изучить рынок профессий будущего, которым можно обучиться уже сейчас. Некоторые из них предполагают сразу несколько сфер. О том, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем и где им можно обучиться, смотрите также на нашем канале SMAPS Education. А как думаете вы, необходимо ли высшее образование сегодня и почему? Разумеется, самостоятельно научиться всему невозможно, несмотря на то, что так много людей работает не по специальности и без специального образования.